проблема снижает умственные способности, ведет к депрессиям, а иногда даже к смерти во сне. Сегодня в рубрике «Профилактика» мы будем говорить о храпе. Кто-то в студии сталкивался с такой проблемой? Если, может быть, ваши родственники храпят или вы сами храпите? Мы сейчас вот опросим, насколько это распространено среди пожилых. Нет, я, к счастью, сталкивалась только с попутчиками в поезде. Это была бессонная ночь. То же самое касается домов отдыха и пансионатов. Если есть кто-то храпящий, то есть, если рядом есть сосед, который храпит, да, то ваша ночь превращается в мучение. Да, именно так. Так, а вы что? Спасибо. Я сама храплю. И все страдают окружающие, кто со мной живет. Никогда не было, что просыпались в синяках от этого? Нет, нет. Вы знаете, храп какой-то интересный. Соседи вас там не пинали? То бывает, то его не бывает, то бывает, знаете, захраплю, а потом мне рассказывают. Потом какой-то промежуток времени вообще не храплю. Жива ли она, не жива. Вот такие вот дела. Спасибо. У меня подружка, Валя, вы знаете, храпит. Вот толкну и говорю: Валь, ну ты храпишь, я не сплю из-за тебя. Она: все, честно слово, больше не буду. Ну только легла, минута прошла, опять храпит. И вот так вот всю ночь. Короче, ни она не спит, и я не сплю. Вы ее пихаете и я сами ее не толкаю, спите. И я не сплю, и она не спит. Ну, в общем, встаю с больной головой. Понятно, спасибо. Давление даже, так могу. Как видите, проблема храпа достаточно распространена. Действительно, больше половины людей старше 60 лет храпит, тем самым не давая спать ни себе, ни своим родственникам. Более того, храп иногда достигает громкости мотоцикла или даже сверхзвукового самолета. А вот наш герой стесняется своего храпа, поэтому в поезде старается не спать и вообще избегает присутственных мест, где может остаться на ночлег. У нас в студии Александр Новошилов со своей супругой. Проходите. Здравствуйте. Александр, сколько вам лет? Почти 56. Давно ли появилась такая проблема? Ну, сколько себя помню, у меня и мама храпела, брат храпит, даже собака любимая была и та храпела до самой смерти. То есть у вас, я чувствую, в квартире стоит такой оркестр в разных тонах, по ночам у вас такая органная музыка, храпа. Ну, вот я помню, маленький был, с мамой засыпать, там года 2, говорю: мама, расскажи сказку. Она начинает, там жили-были, старик, потом... Я ее опять бужу, она опять 2-3 слова опять... Короче, я засыпал под ее храп. Она до сих пор 78 лет, но все храпит. Давайте спросим супругу. Скажите, Людмила, а как находиться рядом с таким человеком, который все время храпит? Когда человек ложится спать, он хочет прежде всего выспаться. А выспаться никак не получается. Вы про себя в этом случае говорите? Я про себя говорю, да. Это ведь беда не только его, это прежде всего моя беда. Потому что он, я не знаю, как вот он спит, как он с этим вот живет, да? А вот я, конечно, для меня это очень сложно. Но я деликатно несколько раз просыпаюсь за ночь и говорю ему так: Сашенька, повернись на другой бок, вернее, на бок. Когда он спит на боку, он не храпит. Но как только стоит лечь на спину, это вообще, это караул, это беда. Я ему говорю: ты храпишь как трактор. Ночью говорю. Главное иметь любимую жену. Которая... Или глухую. Нет, я не сразу его, конечно, бужу, я какое-то время терплю. Я думаю, может быть, он повернется как-то, может, как-то перестанет. То есть как не хочется его беспокоить. В обществе проблемы, конечно, бывают. А вот в поездах, если ездите, вот, то что происходит? Совсем недавно был такой случай. Так. Значит, вечером сидим в плацкарте, в купе, девушка напротив, чаю попили, все хорошо, спать легли. Ночью я просыпаюсь от такого дикого крика: хватит храпеть! С ума сошел! Это весь вагон просыпается. Лечиться надо! Я просыпаюсь в шоке, оказывается, это она мне. Ну, я уже не мог просто заснуть, потому что девушка дикая какая-то, чем это все закончится. Но, кстати, хочу сказать, в армии очень легко как говорится, проблему... Как Вот молодой солдат приходит, и я в том числе просыпаюсь с портянкой, около носа. Какое-то время проходит, буквально там в течение, может, 3-4 дней... Храп пропадает, вот не знаю как. Потом после армии еще года 3 портянок вот сейчас не носим. Нет, портянку не пробовала. Носки тоже все как-то чистые сейчас стираются. Да. Ну вот, дело в том, что может быть то, что мы с ним живем уже вместе 28 лет, и все эти 28 лет он храпит каждую ночь. Знаете, что, конечно, это мое терпение. Я не убежала в другую спальню, там, другую комнату. Я, вот знаете, как вот верная жена, живу при этом, терплю вот это, потому что, как бы... Это что-то держит, значит. Видите, супруга у вас терпелива, а попутчицы в поезде оказались не очень. Видимо, кошмар. они заставили вас уже заняться своим здоровьем.
Сейчас я вам объясню, почему вот на спине человек храпит, а на боку он храпит гораздо меньше. Смотрите, нашу глотку можно представить в виде воздухоносных путей, по которым идет воздух. И в нашей глотке есть мягкое небо, и когда мы смотрим к себе в рот или другу заглядываем, то видим, что провисает такой язычок. Так вот, когда человек лежит на спине, у него этот язычок провисает в глотку. И когда идет поток воздуха, то именно вибрации этого язычка и приводят к храпу. Но вы же сказали сами, что если лечь на бок, то храп Прекращается. пропадает. А почему? Потому что язычок в поток воздуха не попадает. И эти вибрации становятся невозможны. И, соответственно, жить окружающим становится проще. Но, кроме этого, и снабжение организма кислородом тоже нормализуется. Потому что в этом положении во время храпа поток воздуха гораздо медленнее попадает в наши легкие, а соответственно из легких в мозг и к другим органам. Поэтому, конечно, спать правильней при храпе на боку. Тогда проявления храпа будут гораздо меньше. Есть еще и другие факторы, которые влияют на силу этого храпа или способствуют его появлению. Даже тех людей, которые к нему как бы и не предрасположены. Давайте еще разберемся. Смотрите, у нас есть несколько деталей пазла, которые вам мы предлагаем сложить. Мы видим полный человек. И действительно храп встречается чаще у людей полных. Кроме этого, мы видим препараты. Ряд препаратов, в том числе снотворных, усиливает храп. Почему? Потому что снотворные препараты, они расслабляют мускулатуру. И этот язычок начинает провисать еще больше. Кроме этого, а кто не любит на ночь выпить бокал сухого вина? А некоторые могут употреблять алкоголь и покрепче. После такой вечеринки храп будет усиливаться. Кроме этого, курение также усиливает храп. Почему? Происходит отек гортани у курильщиков, хронический бронхит, и поэтому вибрации воздуха еще сложнее проходить через бронхи в легкие. Щитовидная железа. Болезни эндокринной системы, болезни щитовидной железы также способствуют появлению храпа. И, как мы сказали, пожилой возраст. Чем старше становятся люди, тем больше они храпят. Вот основные причины, которые приводят к тому, что люди у нас храпят. Более подробно мы побеседуем об этих вопросах с нашим экспертом, сомнологом Тимуром Садыковым. Тимур, подходите к нам. Расскажите, как помогать родственникам и самому пациенту, чтобы этот храп так не вмешивался в жизнь и нормализовал сон всех окружающих и самого пациента? Ну, знаете, прежде чем говорить о подходах к лечению храпа, о помощи пациенту и его родственникам, все-таки необходимо говорить, в связи с чем возникает храп. Поэтому, но без этого нельзя не остановиться на двух ключевых моментах, которые помогут нам более детально понять патогенез этого заболевания. В первую очередь, нормальное дыхание, дыхание без храпа возможно только при достаточной эластичности стенок глотки и в целом стенок дыхательных путей. И второй ключевой момент – это отсутствие сужений и каких-либо препятствий, не предусмотренных природой для прохождения воздуха. Тимур, скажите, а храп – это вот только акустическая проблема, которая доставляет неприятности окружающим? И нужно лечиться только потому, что страдают соседи? Или это как-то вредно для самого организма человека, который храпит? Да, разумеется, храп вреден для организма, потому что, во-первых, это снижение потока воздуха, проходящего в легкие, соответственно, снижение кровоснабжения мозга и всего организма. Но и это один из факторов, а по сути говоря, это начальное проявление возможного развития другого, гораздо более тяжелого заболевания – синдрома обструктивного апноэ во сне. А уже после этого наверняка присоединяется и гипертония, и риск инфарктов, инсультов, и остальные вот эти сложные, иногда и жизнеугрожающие состояния. Да, разумеется, ведь что такое синдром обструктивного апноэ во сне? Это остановка дыхания. Это остановка дыхания, мозг постоянно обеднен кислородом, то есть недостаточно питания мозга кислородом. Человек постоянно просыпается, в это время происходит выброс большого количества норадреналина в крови, и, соответственно, это риск развития сердечной патологии,
Это и мерцательная аритмия, и гипертония, это риск инфаркта мозга, кровоизлияния в мозг. Кроме этого, помимо таких отдаленных осложнений, разумеется, это снижение работоспособности. Днем. Выраженное... Человек ночью не выспался, вот говорят, даже соседи тоже, и вы же, если не выспались ночью, днем получается сонливость. Днем я уже не работник. Днем уже работать тяжело. Конечно. Скажите, а правда, что храп влияет на потенцию? Да, разумеется, потому Очень что представьте себе, десятки раз за ночь пробуждение. Соответственно, сон недостаточно глубокий, а тестостерон, необходимый для, скажем так, обеспечения половой функции в достаточном объеме, в достаточном количестве, он вырабатывается в глубоких стадиях сна. Это третья, наиболее глубокая стадия медленного сна. Разумеется, если организм не доходит до этого уровня, разумеется, Не недостаточно... погрузился в сон, то есть глубоко. Да, разумеется, когда сон поверхностный, с постоянными пробуждениями, выработка тестостерона недостаточная, разумеется, это может проявляться и снижение потенции. Удивляюсь, Сильно напугали. удивляюсь, как я до сих пор от него не сбежала. Да. А без этого дела превратиться в старуху? Есть ли какие-то способы, которые можем порекомендовать даже в быту простым людям без углубленного обследования уже постараться справиться с храпом? Ну, если говорить в целом о людях, страдающих храпом, чтобы помочь им и их родственникам, в первую очередь это этиотропная терапия, то есть терапия, направленная на причину храпа. То есть нужно разбирать этот пазл. Безусловно, нужно разбирать этот пазл. В первую очередь это снижение веса. Снижение веса даже на 10% способствует уменьшению риска развития синдрома обструктивного апноэ во сне в 2 раза, а то и больше. Это запрет на прием снотворных препаратов. Крайне важно. Лечение хронической лор-патологии. Ангин, аденоидов и так далее, что для больше характерно для молодых, быть не должно. Да, безусловно. И пожилые тоже Безусловно. должны провериться у лора. Безусловно. Потому что любые хронические инфекции могут вызывать сужение путей и могут вызывать развитие храпа, его усиление. А вот Тимур можно я Иванович, еще вот добавлю? А вот я хочу сказать по поводу стадии веса. Мы одно время с мужем решили похудеть, сели на диету. И я вот заметила, что вот я даже об этом сейчас только вот об этом сейчас задумалась. Ведь как мы похудели, немного похудели, а он перестал храпеть. То Меньше есть стал. такого меньше стал. Тимур Иванович, спасибо большое. Мы обстоятельно объяснили причины возникновения храпа и постараемся помочь нашей супружеской паре. Известно более 200 вариантов приспособлений, которые спасают от храпа. Сейчас мы вам продемонстрируем одно несложное. Проходите к кушетке, вы присаживаетесь на стульчик. Александр, надо снять будет пиджачок и рубашку. И мы для вас приготовили вот такую вот футболку. Она не совсем обычная, но сейчас, когда вы на себя ее оденете, мы поймем, в чем ее фокус. Вот Александр надел эту футболку с карманом на спине. Этот карман не будет пустой. У нас есть вот такой вот теннисный мяч, который мы положим в этот карман. Александр, укладывайтесь на кушетку. Удобно тебе? Мне очень неудобно так. Так, а как-то, может быть, просто плохо лежите? Нет, вот так лучше. А что-то мешало на спине? Ну, что-то сильно давит на позвоночник. И вот моделируем ситуацию. У нас Александр отдыхает ночью, лег спать. И он лежит вот в этой футболке с таким мячиком. И даже если он засыпает и начинает ворочаться и укладывается на спину, он почувствует дискомфорт. Правильно я понимаю, Александр? Да, Мне не нужно сразу будет начинает давить. Будете говорить, Сашенька, повернись на бок. И поэтому человек уже подсознательно сам будет ложиться на бочок. Тем самым храп проявляться не будет. Ой, А это Людочка здорово. сама до этого догадаться не могла, да? Надо было Не лень подложить. было все будить. Давайте, мы вам подарим эту футболку и надеемся, что ваш сон станет спокойным и храп перестанет беспокоить вашу семью. Если останутся какие-то вопросы, приходите нам еще. Мы и наши эксперты вам всегда готовы помочь. Огромное вам спасибо. У нас все будет хорошо. Лечите храп, и супруга не уйдет от вас в другую спальню.